Привет, друзья! Предыдущий мой ролик был посвящен путешествию в село Абрау-Дюрсо, что находится близ города Новороссийска в Краснодарском крае. Кто не видел, обязательно потом посмотрите его. Сегодня я расскажу о путешествии на пароходе «Шампань» по озеру Абрау, равно как и о самом пароходе и даже пару слов о его создателе. Итак, прогулочный пароход на электрической тяге «Шампань» создан по эскизам парохода XVIII века. Вместимость 36 человек, плюс команда. Верхняя палуба обзорная, на нижней кают-компания. Прототипом послужил найденный эскиз первого российского парохода «Елизавета». Отличительной особенностью, отраженной во всех деталях парохода, является его винтажный стиль, создающий особую, непередаваемую атмосферу. Совершить часовую обзорную прогулку-экскурсию по удивительному озеру можно, купив билеты по цене 600 рублей на взрослого и 300 рублей на ребенка. Создал этот замечательный пароход местный предприниматель Алексей Якушев на собственные средства и при помощи друзей и сподвижников. Пока я еще не начал рассказ, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, а если мое видео вам понравится, то в конце не забудьте поставить палец вверх и написать свой комментарий, для меня это важно. Заняв удобные места на верхней обзорной палубе, мы приготовились слушать весьма занимательную историю не только о создании парохода «Шампань», но и историю русского шампанского. Погода в этот день была теплой, что позволило мне и моей помощнице отснять на камеру все представшие перед взором красоты. На экологически чистом колесном пароходе с электрической тягой мне довелось быть впервые. Это действительно уникальный пароход. И если кому-то из моих зрителей доведется бывать в Новороссийске, то найдите несколько часов, а лучше полдня, чтобы съездить в Абрау-Дюрсо и прокатиться на этом пароходе. Уверяю вас, вы получите огромное удовольствие от увиденных красот. А кроме того, узнаете столько собранной воедино интересной информации и ничуть не пожалеете об этой поездке. Пересказывать в своем ролике все услышанное на пароходе нет смысла. Лучше побывать там и послушать рассказ капитана или его помощника. А еще лично из рук капитана вы получите бокал шампанского «Брют». Это самое что ни на есть сухое шампанское, в которое не добавляется ни грамма сахара. Кстати, о величественных для сельской местности зданиях на берегу, мимо которых шел наш пароход, тоже рассказывают, в том числе истории их создания и их первоначальных владельцах. Все они находятся в хорошем ухоженном состоянии. А на одной из верхних точек села расположен храм святой блаженной Ксении Петербургской. Святую блаженную Ксению почитают как покровительницу семьи и брака. Мощный фонтан посреди озера работает постоянно, а на его фоне фотографируются все отдыхающие. Говорят, что максимальная высота водяного столба достигает более 40 метров, что соизмеримо с 12-этажным домом. В солнечную погоду всегда можно увидеть радугу от брызг, чуть не сказал шампанского. Конечно, фонтана. Я тут всякий раз отвлекался на движущие пароход по воде колеса с лопастями. А вот с палубы парохода можно разглядеть и виноградники, приблизив их камерой, потому что они очень далеко от середины озера. В то время как помощник капитана рассказывал об истории появления русского шампанского, ваш покорный слуга изучал доступные для пассажиров места парохода, походил вокруг, а затем спустился в очень уютную кают-компанию, которая оборудована и для проведения семейных или корпоративных торжеств. Из моих попутчиков, кроме меня, в кают-компанию спустились еще всего 2 человека, а остальные зря этого не сделали. Большинство наших попутчиков предпочли наблюдать прибрежные красоты с верхней палубы корабля. Благо, как я уже говорил, погода благоволила в этот день находиться на открытом воздухе. И, конечно же, отдыхающие с удовольствием фотографировались на фоне всех представших перед взором красот. А одна, видимо, семейная пара даже изобразила сцену из «Титаника». Час путешествия на пароходе «Шампань» пролетел незаметно, потому что
и звучавший из динамика рассказ, и музыка, и в особенности красота вокруг не оставили ни малейшего повода для скуки. Мы постепенно подошли к нашему причалу, команда своими умелыми действиями пришвартовала пароход, и снова, повторюсь, рекомендую всем, у кого будет хоть малейшая возможность побывать в Абрау-Дюрсо и попутешествовать по озеру Абрау на этом замечательном пароходе, воспользуйтесь этой возможностью. Друзья, спасибо вам за просмотр этого видео. И еще я благодарен всем, кто подписался на мой канал, подключил оповещения о новых роликах и оставил комментарий под этим видео. Делитесь ссылкой на этот ролик со своими друзьями. Пока-пока.